Друзья, всем салют! Снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором расскажу вам о неком таком девайсе, вот так он выглядит, который позволит вам подключать любые шланги к вашему крану. Если вы в такой же ситуации, как и я, находитесь на съемной квартире, или вы не хотите ничего крутить, разбирать, но вам надо, чтобы вода заливалась в большой аквариум, не такой, конечно, как у меня, маленький, а большой, и вы не хотите таскать ведрами воду, вы хотите подключить к крану шланг и наливать огромнейший аквариум. Либо вам надо, чтобы у вас была возможность подключить осмос, как у меня возникла ситуация, то вам понадобится вот такой девайс. Но прежде чем я его покажу и расскажу о нем, я хотел бы показать вам, с какими трудностями мне пришлось столкнуться и как долго я шел к этому устройству. Если вам все это будет неинтересно смотреть, то вы можете по тайм-кодам выбрать себе нужный фрагмент и перейти к просмотру. Ну а если вам все же интересно посмотреть полное видео, конечно же, чай, печеньки, усаживайтесь поудобнее и будем начинать. Изначально была идея выкрутить эту вкруточку, этот сепаратор, и здесь через такой переходничок сюда вкрутиться. Поэтому я отправился в магазин в поисках такого переходника. Ну это пакля. Вдруг чего, если чтобы подмотать. Вот ценники. И вот резиночки. Прокладочки. Помните, ребята, я вам показывал свой штуцер этот, куда надо вкрутить, и говорил, что сейчас вот подбираю и буду подключать систему. Слушайте прикол, я ж такой важный, думаю, сейчас куплю вот такой бочонок, даже тут подешевле где-то есть, тут 3,79 где-то я находил, ну не суть, в общем, думаешь, прикручу дальше в кран, все четко будет, вообще классно, огонь, думаю, ну делов-то 5 секунд и все у меня будет работать. Но я же обратился к Сане, вот светлая голова. Говорю, Саня, у тебя случайно нету переходника мне к крану подключить? И тут Саня выдает такую гениальную фразу, говорит, а там же резьба разная. Тут крупная, в кране закручивается мелкая. И вы представляете, я такой весь в надеждах, такой окрыленный, думаю, сейчас буду пользоваться осмосом. И он взял, просто вот так вот подкосил меня своими умными мыслями. И все, я теперь обломался. Говорю, Саня, ну давай теперь уже как-то решать. Ну и вот приехали снова сюда. И сейчас ищем. И что вы думаете? Нету переходника. Вот здесь во всем строительном магазине мы не нашли переходника. А переходник нам нужен 3/4 на 22 мм. М22. И теперь нам приходится кучу переходников заказывать. И если, ну как куча, я уже преувеличил, да, нам всего 2 переходника, но это уже там сборка на сборке. Вообще он существует, такой переходник, ну в магазине нету. И если сейчас все это приобрести, то это обойдется в 10 евро, ну то есть там 400 гривен. А если купить его в Украине, то он будет стоить 200 гривен. Но кто его передаст, кто купит, непонятно. Вот смотрите, как у нас теперь с переходниками должно выглядеть это. Сюда, теперь вот это сюда, и вот это закручивается теперь в кран. Видите, вот такая теперь система. Ну, куча скруток, как бы не камильфо, ну не очень. Ну, хотелось бы вот просто один вот такой переходник, но увы, вот посмотрите, сколько их тут висит, и не фартануло бы. Реально вообще нету. И в тот момент, когда я, пробегав по местным магазинам, уже не нашел этих переходников, я заказал их на Алиэкспрессе. И в этот момент со мной связался Григорий, спасибо ему огромнейшее и передаю привет. И говорит, так и так, есть такое устройство, ты его подключаешь к крану. Говорит, и все классно. Показал мне фотки, показал на Амазоне, на eBay это устройство. Ну, собственно, вот так оно выглядит. И говорит, все, подключил и будет работать. Ну и, конечно же, я тоже решил заказать и посмотреть. Но теперь у меня-то есть 2 варианта. Я могу и переходники, и вот это подключать. Но вот это устройство отлично подойдет для тех, кто не хочет заморачиваться и что-либо разбирать. Потому что я, когда просил совета у вас, я говорил, что главное условие это, чтобы не было разборки. Можно меньше, потому что квартира не моя, и предупредили, что нельзя много чего где крутить. Но многие почему-то не хотели слышать эту информацию и предлагали различные варианты, которые мне не подходили. И на кухне установить, и в ванной установить, и вместо машинки установить. Ну, никто, опять же,
не хотел слушать то, что я говорил, является главным. Ребята, что такое не везет и как с этим бороться? Я снова в магазине приехал, мне там новые идеи подсказали. Но что-то снова мне не везет и ничего не могу найти. Как такое может быть, а? Ребята, вот скажите. Ну, там такая классная штучка была, посоветовали. На кран сразу цепляется, без переходника. Не надо ничего откручивать, ничего там, все прикрутил и будет четко. Ну, к сожалению, нету такого крана. Снова здесь уже все обрыл. Не везет. Переходники я купил, один на 22, второй на 24. Немножко Саня прогадал, и все-таки там было не М22, а было М24. Заказывал на Алиэкспрессе, и на удивление они быстро приехали. Переходник мы закрутили, теперь сейчас прикрутим гайку осмоса. Все, прикрутили, теперь можем пользоваться. А выглядит устройство следующим образом. Это если вам надо будет подключать шланг, я думаю, вы догадались, да? Вот так вот шланг сюда одевается и зажимается. Но у меня подключение осмоса, мне это не надо. Мне надо было заказать еще отдельно вот такой переходник, закручиваем. Готово. Сейчас вставляем шланг и фиксируем скобой. Устройство готово для подключения к крану. Устанавливается данное устройство очень просто. Главное взять большей стороной. Здесь с этой стороны меньше, тут больше. На кран поджали и закрутили. Теперь прикручиваем либо шланг, чтобы заливать в аквариум, либо, как в моем случае, осмос. Я подключаю. Устройство готово. Пожалуйста. Ничего мы не раскручивали, никакие ключи не применяли. Все, взяли, накрутили эту штуковину и, пожалуйста, пользуемся. Единственное, что Григорий сказал, дешевую вот эту штуку не покупать, потому что она недолговечна. Купите что-то подороже, она будет практичнее.